Всем привет, с вами Дэн. Как вы думаете, что вот тут может быть в этом кожаном таком, ну или под кожу скорее, чехольчике? Давайте смотреть, открывать. Какая штукенция, давно такого не видел. Что-то новенькое, чего-то необычное, прям папочка. Ага, Меркур написано. Команда Меркур. Значит, салфеточка. Слушайте, а у них раньше другие, вообще была другая упаковка. Сейчас что-то прям, нифига себе. Огонь. Это их компания, которая механизмы разрабатывает. У них собственный механизм есть, да, на ручном подзаводе. Тут, значит, гарантия. Что-то тут вот прям бумажечка такая. А вот это, наверное, гарантия. Да, вот это гарантия. Прям все. У-у-у. Красотища, да, какой сертификатик напечатали. Вот это тут прям... Вот это все картиночки, все инструкции на китайском, на английском, как минимум языках. Ну, прикольно сделано, конечно. Бумаги много ушло, но сделано круто. И инструмент для замены ремешков, браслетов, укорачивания. Так, я забыл, что я конкретно эту модель заказывал, блин. Ой, какой милитари-то, а? Няшный какой милитари! Слушайте, давайте срочно надо открывать, срочно надо смотреть. Класс. Ну, знаете, вот на мой вкус, на мой взгляд, вот Меркур, да, и у него там много суббрендов, Сейзен вот этот, да, или Сейцен. Он, наверное, если брать вот то, что в Китае, у микробрендов самых доступных, и в том числе на AliExpress, наверное, они делают самые такие вот, ну, номер один, наверное, в плане винтажного милитари. Потому что очень такие вот со вкусом, тщательно проработанные модели, такие выверенные, и не сказать, что стопроцентные хомажи. То есть, да, в стилистике, да, там много чего заимствовано, но не стопроцентные хомажи. И очень-очень так вот тщательно проработанная. Ой, какая она маленькая. О, какое стекло! Смотрите, а. Миллиметра 4 точно по высоте есть. Блин, офигенно. Очень много вариантов на самом деле этой модели и разного вида они. Я ссылку оставлю, посмотрите. Я конкретно вот эту выбрал. Сейчас давайте с ней уже познакомимся подетальнее. И здесь, кстати, вот аж на 2 часов такой у нас получается типа travel case. Ну, кстати, прикольно. Самое, что удивительное, что вот эти часы, значит, по характеристикам сразу скажу, здесь у нас есть люминофор, стекло купольное К1, то есть минеральное с некоторой закалкой, чуть меньше будет царапаться, чем обычное минеральное, 50 метров водозащиты, кожаный ремешок, стальной корпус и механика на ручке М01D, это мануфактурный калибр от Меркур на базе китайского Юнитас. Ну, то есть там они вот такие полностью, ну, практически полностью взаимозаменяемые. И цена, что самое интересное, примерно 11 тысяч рублей. Но опять же, там могут быть купончики, скидосики. Ну, короче, вот примерно на эту цену можно ориентироваться. То есть это у нас получается где-то 100, сколько там, 50, даже меньше, $140. Я удивился, почему, когда вскрывал коробку, не знал, что там конкретно, смотрю вот такой дорогущий, как бы, да, чехол, и за эту цену. Это прям какой-то некий подарок, это что-то новенькое. Слушайте, знаете, вот так вот, в шутку сейчас скажу, да, кто не любит китайские бренды, уши закройте, что сначала они повысили резко качество, потом они стали делать нормальные ремешки. А теперь они уже делают нормальную упаковку. Вот это здорово. Референс по модели W10B. Вот, раз уж я с вами заговорил про ремешок, ну давайте про него сейчас, кстати, и более детально посмотрим. Ремешок неплох. Очень мягкий, очень тонкий, матовый такой, да, с хорошей прострочкой. Не знаю, сколько прослужит, потому что это прям нежный-нежный ремень, но классно по цветовой гамме подобран. Там, кстати, можно канвас выбрать, я вот выбрал кожаный и не пожалел. Ремешок хорош. Слушайте, ну ремешок реально приятно, хорошо сделан и какое-то время вам точно послужит. Значит, есть система быстрой замены по ремешочку. Ну ладно, ремешочек в сторону, что называется. Давайте по размерам пройдемся. В этой модели это, конечно, очень важно. Да? Меньше, чем 38, 37,7 высота.
12, даже меньше, чем 12 со стеклом, а без стекла попробую прикинуть, ну, где-то... Так, ну... Да ладно. Да ладно. 8? Хо-хо-хо, 8, ребята. 8, класс. Ну, там механизм без подзавода, да, на ручке, поэтому почему бы и нет. 20 от ушка до ушка и 43,6 у нас от ушка до ушка, да, 20 это по ремешку. Заговорился. Мое запястье 18,5, ну, собственно, вот оно такая удобная посадочка. Видите, корпус у нас даже такой немножечко как бы выпуклый. И стекло выпуклое, и корпус, и на запястье, соответственно, такая модель сидит, ну, просто максимально удобно. Ну, часы небольшие, только стекло такое, да, как бы топорщится. Ну, для фанатов винтажа вот это вот искажение, да, посмотрите сейчас на цифры, как они мило, приятно, лампово искажаются, конечно, это в плюс. Ну, как я говорил, да, вот посмотрите здесь. Корпус, он изогнут, да, задняя крышка плоская, но корпус сам по себе как бы изогнут. И посадочка шикарнейшая. Слушайте, ну прям с любовью часы сделаны. И мне очень нравится циферблат. Он, во-первых, да, такой матовый, печатный. То есть под милитари часы полностью все правильно сделали. Значок, любимый, да, многими фанатами милитари. Хотя эти часы, конечно, не относятся никаким образом там, к британскому военному заказу и так далее. Но тем не менее. Матовая у нас полировочка по корпусу, по ушкам верхней части, да. Железная дорога есть и такой как бы распластанный люм, я бы так сказал, да, здесь винтажного опять же оттенка, как будто так вот, опять же такие старенькие часы 40-х, там где-нибудь 50-х. Матовые пескоструй, по-моему, здесь по стрелкам, потом подетальнее посмотрим, тоже хорошо вписываются в эту стилистику. И, слушайте, мне нравится и цветовая гамма, и то, что вот нет ничего такого блестящего, кроме заводной головки и кроме боковой полировки. Ну, понятно, что, наверное, если бы это было True Military, то здесь везде, конечно, было бы сатинирование, либо пескоструй, но здесь просто... Красиво же, да, когда вот так поблескивает сбоку и, в принципе, не мешает ничему. Здесь логотипчик у нас есть, и на задней крышке тоже небольшой логотип, дизайн, Made Merkur Watch Group. Ну, Merkur Watch Group, да, уже достаточно крупный такой производитель, у них много собственных моделей, собственных брендов, свой интернет-магазин в Пекине. Соответственно, у них штаб-квартира, и, ну, видите, уже есть и своя компания, которая дорабатывает, разрабатывает механизмы. Так что здесь все по-серьезному. Они, кроме того, заявляют, что в этих часах, да, в этой модели оригинальный дизайн, но здесь уже, наверное, судить вам. В принципе, если в совокупности брать, то оно достаточно оригинально. Если брать конкретно по каждой вот детали, там стрелки, циферблат, корпус, ну понятно, что это из, как я уже говорил, милитари моделей 40-х, 50-х. Вот, но придираться не будем, потому что, мне кажется, здесь это точно не в тему. Давайте посмотрим, что у нас по весу. Я думаю, они будут прям невесомые. Ну да, 63 с небольшим грамма. Это неплохо. Ну и самое время посмотреть макро. Так, сатинирование. У нас зеркальная полировка. Зеркальная полировка, кстати, здесь прям реально классно. Я вижу полностью все отражение и себя видел, пока обзор записывал. Матовый цифер, да, пескоструй здесь по стрелкам. Они такие прям темно-серые, прикольно. И винтажный люм. Печать аккуратная, железная дорога. Ну и здесь такие есть вот милые искаженьца у нас. Что скажу по итогам? Ну, вы, как всегда, скажете, вот Дэн опять что-то нахваливает. Ну, а что я могу сказать? Слушайте, во-первых, меня потрясла упаковка, комплектация, как сделан дизайн, вот эти маленькие детальки, маленькие элементы, классная обработка корпуса, классно по циферблату, ремешок даже понравился. В общем, часы потрясно сделаны, и меня удивляет, что они очень недорого стоят. Почему так? Демпинг? Не знаю. Может, потому что механизм свой подешевле стоит, ну, не знаю. В общем, реально, как мне кажется, эти часы могли бы стоить даже дороже, но здорово, что они стоят относительно недорого. На этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн, увидимся.